Приветствую, друзья! После наушников Quartet я ожидал чего угодно, однако к новой бюджетной новинке оказался совершенно не готов. Внутри Kiwirs Dolce стоит единственный 10-мм LDP-динамик с довольно низким импедансом в 16 Ом и при столь же низкой чувствительности в 102 дБ. Но главное не в этом. Сам термин Dolce однозначно говорит о мягкости и плавности, и это при более четком и собранном звучании в сравнении с теми самыми Quartet. О них сегодня, друзья, и говорим. Собственно, поехали! Пришли наушники в возмутительно крошечной картонной коробке. В комплекте тоже было не густо. Никакой инструкции там не было. Только крайне посредственный кабель с сопротивлением на каждый жил равным 1 Ому и столь же печальный набор силиконовых амбушюр. Пользоваться всем этим, конечно же, можно, но я лично, друзья, не стал. Сами чашечки выполнены из полностью прозрачного пластика с пластиковым же звуководом, отверстием для компенсации и окрашенной в синий-черный градиент металлической внешней частью. Сидят наушники неплохо, выглядят достойно, в этом они меня полностью устраивают. Вот так, друзья, это все и смотрится. По измерениям у нас довольно вальяжный по длине импульс, искажения в пике, достигающие всего 0,18%, что просто шикарно. И опять же видимые расхождения между левым и правым каналом. На этот раз разница коснулась амплитуды сигнала в области разборчивости, где в пике дельта составляет 3 дБ. Это, конечно, уже негативная тенденция. Фазовая кривая ведет себя корректно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 78 и 98 миллисекунд вообще без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с корректным таким заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости с пиком на 3,5 кГц, еще один аналогичной амплитуды пик на 8 кГц для усиления резкости звучания, после чего нам продолжили ряд угасающих пиков, дабы на приличном уровне довести частотный диапазон до границ человеческого слуха. Привычная, скажем так, настройка, основанная на современном видении таргет кривых. А относительно подачи же Dolce, на удивление, отошли от уже привычной всем концепции звучания наушников Kiwirs. Модель хотя и называется Dolce, что переводится как медленно или плавно, однако сам звук здесь подсушенный, более панчевый и имеет тот самый ярко выраженный провал между низкими и средними частотами, за отсутствие которого я столь многословно хвалил Quartet. Да, в прямом сравнении с DeFi нижняя часть середины у Dolce выражена куда лучше, да и глубина сцены отличается раза эдак в 2. Но в плане четкости, сочности и выразительности КЗ все равно впереди. То есть отличие между DeFi и Dolce, вообще говоря, вкусовое. Стоят они примерно одинаково, звучат на одном уровне, а значит, убийцы сегмента из героев обзора, увы, не получилось. Но решение неплохое, вполне имеет право на жизнь. Кстати, имя свое, если опять же противопоставить героев обзора с DeFi, они полностью оправдывают. Действительно звучат мягче, плавнее и, я бы даже сказал, деликатнее. Другое дело, что сравнивать хочется модели от этого же производителя, а там Quartet не оставляет Dolce ни малейшего шанса. Героев обзора имеет смысл рассматривать к покупке исключительно в рамках их ценового сегмента. И если вы предпочитаете сочности и выразительности, легкую сухость, нейтральность и теплоту. Лично мне в них не хватило той самой аналоговой насыщенности, объема и инструментальной достоверности. Согласен, в целом звук неплохой, но в отрыве от характера Kiwirs он стал каким-то безликим. Такие наушники мог выпустить кто угодно. Низкие частоты здесь заходят относительно глубоко, они более быстрые, чем в Quartet, но примерно такие же по скорости и разборчивости, как в DeFi. Впрочем, с текстурностью КЗ даже
тоже чуть получше. Серединка в Дольче немного смягчена, но это не аналоговая теплота, а какое-то околомониторное сглаживание. То есть герой обзора скорее про нейтральность и сдержанность, а не про ураган эмоций. Высоких вполне хватает, они особо на передний план не лезут и в то же время представлены в полной мере. Без звона перкуссии вы тут, друзья, точно не останетесь. Меня же тут радует тональная достоверность и интересное такое уплотнение тембров. Частотный баланс, кажется, вполне центрирован, что вызывает приятное такое ощущение достаточности по всему диапазону. Стилистически особо ограничений здесь я, друзья, тоже не вижу. Скажу больше, они куда лучше приспособлены для передачи разнообразной оркестровой музыки, чем подавляющее большинство моделей из этого же сегмента. Относительно источника выбирайте что-то посочнее, это хорошо так добавит модели музыкальности, ну и мощности у него должно быть побольше, чем у аналогового выхода вашего смартфона или планшета. В этом наушники, конечно, немного капризны. Чтобы их раскачать, позаботьтесь хотя бы о 60 милливаттах на 32 Ома нагрузки. И итогом, динамические наушники Kivers Dolce удобно сидят и хорошо смотрятся. Кабель же и насадки лучше сразу заменить. Что же касается непосредственно звучания, то тут мы имеем сухую нейтральную подачу со средним инструментальным весом, слегка притушенной выразительностью и легкой мелодикой. Пуститься в пляс с такими наушниками совершенно не хочется, а вот посидеть и вдумчиво послушать самое оно. Хороший конкурент для KZD5, в чем-то Dolce их превосходят, а в чем-то уступают. Достойные, как для своей цены, наушники можно смело брать. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Kivers Dolce. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.